Друзья, добрый день. Пятница, 11 ноября. Приветствую всех на ежедневных обзорах финансовых рынков, в том числе и рынка криптовалют. Подписывайтесь на все мои официальные источники. Предлагаю приступить к анализу рынка. Сегодня, во-первых, я писал в телеграм-канале свои мысли о том, что мы можем получить вот такое небольшое поступательное движение. Безусловно, сейчас 17 500 долларов 17600 будет выступать ограничительным рубежом, но будем смотреть. У меня был в данной зоне скальп-лонг 17250, поэтому я данную сделку уже закрыл. Тестирую новую биржу, потом буду делиться с вами какими-то своими, может быть, мыслями по этому поводу. Ну что, вчера Америка нас обрадовала пониженным уровнем инфляции. Это же сразу на это отреагировали все абсолютно рынки. Индекс доллара, можно сказать, продолжил свое поступательное снижение. Мы выбились из нисходящего параллельного канала и пришли на очередную поддержку. В данный момент времени мы видим, что американские фьючерсы торгуются в плюсовой зоне 0,2-0,3%. Перейдем к анализу рынка криптовалют. Доминация битка стоит на уровне. Уже не один день мы выпали из-за клина 27 или 26 октября и уже фактически 2 недели как стоим в этой зоне. Что является, конечно, дополнительным аргументом для того, что растут альткоины. Мы это видим очень прекрасно. Доминация USDT также вчера резко пошла вниз. Опять-таки сейчас стоит на уровне. Сегодня достаточно такой плотный тоже экономический календарь у нас. Вы можете посмотреть на сайте Investing. То есть у нас 2-3 звездочками обозначены важные новости. Вот уже в 10 часов вышел индекс потребительских цен Германии, который оказался на уровне прогноза. Но остальные все новости вы можете посмотреть сами. Поэтому, они, кстати, достаточно такие обширные. И это все будет оказывать влияние и на индекс доллара, и на американские фьючерсы, и на американскую торговую сессию. Мы видим, что в данный момент времени биткоин торгуется фактически на уровне вчерашнего роста. То есть мы получили определенный импульс на выходе этих новостей. Но опять-таки мы видим, что вот эта вот шпилька, она фактически цена ушла в боковое движение. Я поэтому вчера писал, что не стоит сейчас спешить с открытием позиции, потому что надо подождать коррекцию. Значит, хотел обратить ваше внимание на недельные свечи. Вчера я опять-таки разрисовал эту 5-волновую структуру, да, пока мы получили отскок. Вот что меня интересует. Значит, очень важно смотреть, во-первых, как мы будем закрывать эту неделю, да. Мы видим аналогичную красную свечу вот слева. И что можно по ней сказать? Вот аналогично, да, то есть было снижение. Видите, какая, да, шпилька образовалась снизу. Она ничем, собственно говоря, почти не отличается от этой. То есть очень часто цена перед финальным походом, допустим, наверх, приходит тестировать вот эту зону 17 тысяч. Давайте так и обозначим: 17 тысяч, там 16 200, 16 100. Если мы следующую неделю видим аналогичную откупную свечу, то можно с более уверенным смыслом сказать, что мы достигли дна. Это всегда знаменует определенные развороты по рынку. То есть у нас это недельная свеча, которая поставила новый лой нам, да. В данный момент времени мы видим, что есть реакция покупателя от этой зоны. Соответственно, можно говорить о том, что если следующая неделя придет очередной аналогичный, пусть где-то тестом, да, мы увидим где-то этой зоны и получим аналогичный фитиль, то это будет, лично для меня, знаменовать то, что мы имеем все шансы продолжать восходящее движение, да. Нам тем более сейчас благоволит этому определенный, скажем так, зеленый тренд на рынке создал показатель по инфляции в США. Мы видим, как отреагировали на это все рынки, да. То есть необходимо также отметить, что если мы посмотрим даже на американские фьючерсы, посмотрите, насколько сильно восстановилась Америка после снижения, да, пиковых значений.
То есть у нас пиковое значение 36 тысяч, да, а в данный момент времени мы где-то в районе 33, то есть 7%. Чего не скажешь о рынке крипты, конечно, да, поэтому пока у нас действует режим риск off на рынке, то высокорискованные активы фактически стоят внизу и ждут своего часа. Значит, недельку сказал, мысли очень важно, да, то есть у нас есть опять-таки несколько уровней сопротивления, но для начала нам надо увидеть уверенное закрепление следующей недели вот выше, ну скажем так, выше там 18 500, наверное, где-то долларов. Если посмотрим на мою волну Вульфа, которую я разрисовал, то есть сейчас четко видно, что мы по временной зоне, да, мы вышли с этой свит-зоны, и вот сегодня в этом дне важно понимать, как будет закрываться дневная свеча. Если мы будем закрываться позитивно, то лично для меня это тоже некий появляется намек на разворот рынка. Да, мы на дневке не прикрыли. Вот когда мы перекроем вот эту материнскую свечу полностью, да, которая вот у нас сейчас есть зеленая и имеем фитиль, то, конечно, эта зона 18 200 долларов будет знаменовать опять-таки растущий тренд. Если мы посмотрим на краткосрочное движение, да, где же сейчас ловить биткоин, что нам делать в частности с этим инструментом. Сейчас я где-то разрисовывал. Наверное, вот эти уровни, да, я брал. Ну, понятно, вчера мы получили импульс с отметки 16 500 долларов, поэтому для меня это зона, которая является интересующей. То есть мы здесь видим, кстати, зеркальный уровень. Четко, да, пришли его протестировали. Это было в 7 утра, там 7. Протестировали, отбились и пошли пока выше. Ну, соответственно, импульс возник у нас в этой зоне. Сейчас вот интересующие меня точки входа в лонг это 16 тысяч с половиной долларов со стопом за вот эту конструкцию. Либо второй более безопасный вариант это ждать, ну понятно, сейчас цена может топтаться в боковом движении. Конечно, абсолютно тут лонговых стопов никаких нет. Если мы придем вот к этой зоне, протестируем, пробьем так, то вот это будет более уверенный вход в лонг на пробой этого уровня. Поэтому в динамике дня я буду следить за этим фактором, да, как ведет себя цена, как реагирует поведение цены на какие-то новостные факторы. Значит, вот для меня две точки в лонг либо на откате, либо на пробой уровня. Если мы померяем опять-таки FIBA с текущего роста, да, то, опять-таки я вот не мерил, но более безопасный вход это вот 61 уровень FIBA 16 500 долларов, да. В любом случае цена и движение может доходить и до более нижних значений, да, поэтому для более безопасного входа можно, допустим, если цена будет подходить сюда, делить на два входа. Это 16 500 долларов и 16 тысяч ровно. Но, как я говорил, цена может приходить тестировать нижнюю зону. Я не думаю, что это может случиться сегодня, потому что пока новостной фон говорит нам о том, что рановато еще делать ретесты. Да, они могут прийти там на выходных, может и на следующей неделе, но будем смотреть, это будет отдельная история. Поэтому в любом случае, если искать вот краткосрочные точки входа в лонг, то их стоит делать на более нижних безопасных уровнях для вашего депозита, для вашего комфорта. Опять-таки у нас есть наклонная линия поддержки, которая пока держит цену и является опорной точкой, да, цена приходит, касается, уходит, приходит, касается, уходит. В этом смысле опять-таки надо смотреть следующий подход сюда цены, мы можем пробить, закрепиться и пойти вот забирать ликвидность на этих уровнях. Поэтому, краткосрочные мысли свои сказал. Да, вчера хорошее, отлично получили движение по SOL. Я публиковал это и в Сискальпе, и также в своем канале. Поздравляю там тех, кто присоединился. Получился отличный трейд, 7% движения цены от пробоя наклонки. Поэтому, ребят, спать никогда нельзя. Это дейтрейдинг. Если, понятно, вы уже не зашли в пробой, значит, тогда уже либо просто наблюдайте, либо цепляться за позицию и догонять все где-то тут не стоит, потому что, видите, мы словили уровень и пошла обратная реакция, да, то есть здесь кто вошел бы на нижних отметках, здесь бы уже сильно напрягался.
Безусловно, стоп должен был бы стоять вот здесь, но тем не менее, вот это движение, которое, ну, фактически оно прошло ночью, да, в ночь я сделки никогда не рекомендую, поэтому смысла никакого контролировать эту тему нет. Значит, что у нас по альте? Остальной очень неплохо, кстати, Чилис отбился, как бы там ни было. Ну, то есть мы видим, что доминация схлопнулась, пошли деньги, пошел переток ликвидности в альткоин. И более того, мы уже перебили свечу снижения и имеем все шансы пойти дальше выше. Чемпионат мира скоро по футболу. Эта монета связана с футбольными фанатами, с футбольными клубами. Очень много монет, конечно, получили 20-30% отскок. И более того, видите, Dydex тот же, да, уже практически пришел на свои пиковые значения. Да, конечно, тут было страшно входить в рынок, да, когда мы видели такую ситуацию. Потому что я скажу одно, если биткоин сейчас удержит зону 18 тысяч, вернее 16 500, 18 тысяч, да, и не пойдет на пробой дальнейшего этого уровня, который нас может привести в зону там уже 14-12 тысяч, то есть шансы получить разворот рынка. Будет это или нет, будем посмотреть, но я понимаю, уже какие-то намеки легкие начинают происходить на разворот рынка в растущий тренд. Тем более мы это видим не только по биткоину, это об этом говорят многие фундаментальные факторы. Данный гласнот о том, что мы достигли дна и имеем все шансы расти дальше. Я думаю, что дальнейшие какие-то движения стоит уже рассматривать по рынку в телеграм-канале. Основные мысли свои озвучил. Соответственно, желаю всем хорошего дня, всем профита. Подписывайтесь на все официальные источники. В общем-то, если вы здесь, вы уже, наверное, подписаны, да? В любом случае, всем хорошего дня, всем профита, всем пока.